устроен этот мир. Я Хакнова, а ты? Мир, он как искусственный интеллект. Он не понимает, что для тебя хорошо, что плохо. Он запрограммирован, чтобы исполнять твои мысли. И тогда твоя необходимость и нужда превращается в эволюцию. То есть, если проявляется необходимость видеть, появляются глаза. Появляется необходимость слушать, появляются уши и так далее. Сейчас расскажу тебе один из вариантов, как устроен этот мир. К чему твое сознание должно привыкнуть, понять, осознать. Предупреждаю, это просто мысленный эксперимент. Что без наблюдателя мир не существует. Просто мысленный эксперимент. Например, если все люди на Земле отвернутся от Луны, Луна существует или нет? Живой пример. Ложись поудобнее на кровать, закрой глаза. Ты не чувствуешь своего тела. Полная темнота. Нет ни звука, нет ничего. Вот так выглядит этот мир. И 14 миллиардов лет назад, когда еще ничего не было, он выглядел так же. И в полной темноте вдруг возникло сознание. Допустим, так продолжалось много лет, веков. Потом в сознании появилась первая мысль. Мысль-вопрос. Что это? Именно эта мысль, что это, положила начало созданию классического мира, который мы видим. Наши мысли создают кирпичики, из которых строится Вселенная. После возникновения этой мысли появилось воображение, и появилась точка. Из точки появился шар. Так из нульмерного мира путем воображения и осознания появился одномерный, двумерный, потом трехмерный, четырехмерный. Это сны. И так до 11-мерного мира. Для того, чтобы увидеть каждое следующее измерение, вначале сознание должно его осмыслить, представить, и только тогда можно видеть многомерный мир и ориентироваться в нем. Существование Вселенной невозможно без наблюдателя. В том виде, в котором мы ее наблюдаем, потому что именно наблюдение, исходя от нашего сознания, создает именно ту реальность, которую ты сможешь осознать. Проводили эксперимент. Котенка с рождения держали в комнате с вертикальными квадратными столбиками, между которых он постоянно ходил. Потом его поместили в комнату с горизонтальными ступеньками и перекладинами. Так как у котов нет воображения, только навыки. Кстати, когда ты уходишь из дома, он думает, что ты стоишь за дверью. Он не мог подняться по ступенькам вверх за едой. Он пробовал пролезть лежа между ступеньками, как между вертикальными. Для него мир перевернулся. Вот что значит сознание. Когда тебе кажется, что некоторые новые для тебя познания не умещаются у тебя в голове, и тебе надо заварить молоко в обладовании за то, что ты меня слушаешь, то знай, места в голове неимоверно много, неизмеримо. Одних нейронов в мозге больше, чем звезд во всей Вселенной. Просто твое сознание не может принять новые для тебя понятия, новую физику реальности.
Все это воображение нашего сознания. Сейчас тебе трудно согласиться с тем, что ничего не существует или существует в разных измерениях, невидимых для тебя. Но это надо просто знать, понять, принять, и все. Не обязательно верить, и тем более быть убежденным в этом. Убеждение — это уже религия, которая требует подчинения. Надо просто к этому привыкнуть и начинать этим пользоваться, и все. Это один из бесконечных вариантов объяснения мира. Главное, чтобы твое сознание обязательно с этим согласилось. Просто допустить это, и все. И всего-то. Тебе надо понять, что сознание играет главную роль. Создастся реальность или нет. Если твое сознание не может этого принять, то, как говорится, Бог не даст испытаний, которые ты не сможешь выдержать. Именно сознание мешает, не дает тебе перейти ту грань, за которой откроются все твои возможности. Еще 2000 лет назад тебе сказали: поверит твоей и воздастся тебе. Сколько тысяч лет тебе надо, чтобы понять, сам решай. Кто понял, тот пользуется. Короче, как поверишь, так получишь. Не допустишь, не получишь. Я лично допускаю любую версию, любую гипотезу, чтобы хакнуть этот мир. Если ты сможешь понять, как устроен этот мир, то твое сознание не будет тебе мешать творить чудеса. Да и чудеса уже для тебя будут обыденной реализацией твоих желаний. В следующем фильме начнем разбираться, что такое сознание.